Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. На неделе моды в Нью-Йорке показ коллекции весна-лето 2025 бренда Ulla Johnson, словно громкий настойчивый призыв для всех нас: не скромничай и цвети как весна. Ведущий дизайнер и основательница одноименного бренда представила на подиуме удивительный, самобытный, чувственный, наполненный красотой и внутренней гармонией стильный гардероб на теплый сезон. И все это в тандеме с непринужденной расслабленностью и комфортом. Общий тон модного ряда задает невероятно позитивная, красочная цветовая палитра и яркие абстрактные принты. К выпуску этой коллекции Ulla шла целых 2 года. Именно столько времени ей потребовалось на получение разрешения у наследников использовать в своей работе картины Ли Краснер «Портрет в зеленом», «Пеленгенезис», «Комета», где последняя оказалась центральным элементом показа и была напечатана на панелях, которыми было украшено подиумное пространство. Энергичные розовые и зеленые мазки кисти художницы будто сошли со знаменитых полотен. Теперь платье, брюки, туника, рубашка стали настоящим холстом, на котором нынче творит одна из лучших женщин-колористов в мире моды Ulla Johnson. Уже с первой минуты просмотра, с первого модного образа буквально по самую макушку окунаешься с головой в цветастую позитивную атмосферу. Однако, дав волю красочному рисунку по ткани, дизайнер не меньше внимания уделяет однотонной одежде в природных теплых оттенках, часть которой сопровождает декор из стекляруса и пайеток, чем-то похожий на россыпь мелких полевых цветов на лужайке. Это добавило, казалось бы, формальным практичным нарядам нотку игривости, романтичности, особенно в тандеме с рюшами и воланами. Кружево, ажурное плетение, одежда с бахромой, воздушные и нежные, как перышки. Ни одна коллекция Ulla без этого не обходится. Так что сегодня, друзья, я уверена, у вас не получится пропустить всю эту красоту при дальнейшем просмотре видео. Кружевные блузы дизайнер запросто сочетает с брюками карго или синими джинсами, а юбку с ажурным подолом оттенка топленого молока с минималистичным верхом из денима. Даже строгие комплекты в духе рабочей униформы с легкой подачей Джонсон не смотрятся как-то официально и строго. Не последнюю роль в этом сыграл названный ранее цветочный декор и, конечно же, аксессуары. Например, повязанный на шею шарф или платок в форме огромного банта, босоножки с тонкими ремешками и пушистыми шариками-помпонами, туфли на прозрачном, почти невидимом каблуке, за счет чего создавалась иллюзия парящей походки. И все бы хорошо. Мне нравится этот бренд за его какую-то магическую способность притягивать и увлекать открытой и искренней красотой, такой же обворожительной, как улыбка дизайнера, которую Ulla Johnson от души подарила зрителям под финальные аплодисменты. Наряды этой марки легко выделить из общего потока. Есть в них что-то такое, что свойственно только Ulla Johnson, что помогает нам чувствовать себя не только уверенной и сильной, но и по-настоящему очаровательной, хрупкой, женственной. Поэтому меня крайне удивило желание дизайнера включить в состав моделей мужчин. Как отметила модельер в комментариях, женщины все время облачаются в мужскую одежду, но почему бы не перевернуть сценарий? По мнению Уллы, мужчины выглядят невероятно в женских нарядах, и вся эта ложная бинарность между мужской и женской одеждой кажется дизайнеру совершенно устаревшей. Сегодня она не создавала конкретные образы для мужчин, и на модном показе они носили вещи из женского гардероба, бросая вызов традиционным границам. Однако в будущем планируется запуск дополнительной мужской линейки с цветами, кружевом, воланами, принтами. А данное шоу можно считать официальным стартом. Только вот в моей голове никак не укладывается, как дизайнер, воспевающая женственность, вдруг резко меняет взгляды. А может, пойти на такой шаг ее просто очень настойчиво попросили? Не знаю. Что думаете, друзья? Ведь нет же никакой устаревшей ложной бинарности в одежде. Есть мужчина и есть женщина. У них разное строение тела и, соответственно, разный крой вещей. Надев на мужчину кружевную или шифоновую женскую блузку не означает, что ему будет комфортно. Хотя, смотря на кого, все рассчитано. Но в любом случае, коллекция получилась очень яркой и отлично подошла к весенне-летнему сезону. Не затертая, не избитая, без показушной напыщенности и тяжеловесности. И это совсем не забытое старое, словно вывернутое наизнанку. Многое наверняка прекрасно впишется в наш повседневный гардероб. Смотрим, удивляемся, обсуждаем. С интересом жду ваше мнение, друзья, в комментариях. Всем моим зрителям большое спасибо за поддержку канала, за поставленный лайк и подписку. Приятного просмотра, хорошего дня, позитива и только солнечного настроения!